Глава 2341. Прибытие на континент Кровавого неба. В секретном и тщательно охраняемом зале подземного мира находилось гигантское образование, испускавшее ослепительный пятицветный свет. Около дюжины охранников в черных доспехах были заняты работой в строе, быстро помещая один первоклассный камень духа за другим в щели на строе. В то же время в зале за пределами строя стояли еще несколько человек. Среди них было только 5 существ в стадии Великого Вознесения, в то время как остальные в основном состояли из существ в стадии интеграции тела, и только 7 или 8 имели более низкую базу культивирования, чем это душа крови и Чжу-Гаэр, и, естественно, были включены в эту последнюю группу. Хань Ли стоял в одном из углов зала с 2 женщинами и патриархом Хуаши, спокойно оценивая занятых охранников внутри строя. 12 ароматных дев и, естественно, не могли быть телепортированы на континент Кровавого неба вместе с ними, поэтому торговой гильдии было поручено отправить их к человеческой расе. Другие великие существа сцены Вознесения в зале были явно очень горды, и они были разделены на отдельные группы со своим соответствующим окружением, не выказывая никакого намерения общаться друг с другом. Другие чужеземные существа даже не осмеливались смотреть на Хань Ли и других существ великой стадии Вознесения, так как они тоже молча ждали. Внезапно раздался звук шагов, и в зал вошли Мин Цзун и фея Фэй Юн. Все существа сцены Великого Вознесения немедленно обратили свое внимание на дуэт, и Хань Ли тоже сделал то же самое, мягко постучав по зеленому браслету на своем запястье. Этот, казалось бы, обычный браслет для хранения был никто иной, как Тянь Фэйр. Товарищи даосы, это телепортационное образование обычно можно использовать только раз в столетие, поэтому я пришел сюда лично, чтобы убедиться, что с телепортацией все в порядке, сказал Мин Цзун с улыбкой, и его взгляд на мгновение задержался на Хань Ли, прежде чем он отвел взгляд. «Хе-хе, с тобой здесь лично я уверен, что здесь ничего не случится, брат Мин», с улыбкой сказал чрезвычайно худой и высокий великий вознесенский этап. Все остальные тоже произнесли несколько слов благодарности с улыбками на лицах. Мин Цзун был одной из самых влиятельных фигур в торговой гильдии, поэтому никто не осмеливался проявить к нему неуважение. Мин Цзун коротко поговорил с другими 4 великими существами стадии Вознесения, прежде чем, наконец, добраться до Хань Ли. Он сложил кулак в знак приветствия и сказал: «Я много слышал о тебе, брат Хан. Если бы не несчастье, случившееся во время аукциона, я планировал нанести вам визит лично. Пожалуйста, простите меня за то, что я этого не сделал. Вы слишком добры, брат Мин. Для меня было большой честью встретить на аукционе столько даосов из той же базы культивирования, что и я», ответил Хань Ли с улыбкой, отвечая на приветствие. Другие существа Великой Ступени Вознесения были весьма удивлены отношением, проявленным Мин Цзуном к Хань Ли. Нужно было понять, что Мин Цзун был одним из самых известных могущественных существ на континенте Тянь-Юань. Тот факт, что он обращался с Хань Ли как с равным, указывал на то, что Хань Ли явно не был обычным существом Великой Стадии Вознесения. «Я полагаю, что знакомство необходимо, брат Мин», сказал высокий и худощавый Великий Вознесенский. Прежде чем Мин Цзун успел ответить, Хань Ли представился сам. «Меня зовут Хань Ли, очень приятно познакомиться». «Хань Ли, ты человеческое существо Великой Стадии Вознесения, которое отважилось проникнуть в царство старшего дьявола и убить королеву стебареров?» Выражение лиц всех существ Великой Стадии Вознесения резко изменилось, когда они услышали это. В этот момент всем стало ясно, что Мин Цзун, скорее всего, пришел сюда только для того, чтобы увидеть Хань Ли. В противном случае не было никакого способа, чтобы кто-то из его уважаемого престижа пришел сюда лично. «Я действительно отправился в царство старшего дьявола, но не убил королеву стебареров в одиночку. Все слухи рисуют меня в слишком лестном свете», ответил Хань Ли. Внезапно другие существа Великой Стадии Вознесения стали гораздо более гостеприимными по отношению к Хань Ли, и все они сделали самопредставление, прежде чем вступить с ним в разговор, причем Мин Цзун время от времени вмешивался в сторону. Вскоре после этого в коридоре раздалось слабое жужжание. Все щели камня духа на гигантской формации были заполнены, и формация засветилась, когда бесчисленные пятицветные руны появились по всей ее поверхности. «Духовные камни установлены, теперь вы все можете войти в формацию», сказал Мин Цзун, бросив взгляд на формацию. «Будь осторожен, брат Мин, я сейчас уйду». Хань Ли сложил кулак в знак приветствия, прежде чем направиться к строю со своей небольшой свитой. Другие великие существа стадии Вознесения также последовали его примеру. Таким образом, все люди, ожидавшие в зале, быстро вошли в строй, а затем исчезли во вспышке ослепительного света. Наконец, то они ушли. «Мастер Мин, неужели среди них действительно был настоящий дракон?» спросила фея Фэй Юн, вздохнув с облегчением. «Есть только один способ выяснить это», ответил Мин Цзун, прежде чем сделать хватательное движение в сторону гигантской формации, на которую немедленно вылетела круглая пластина формации, прежде чем приземлиться в его руках. Это была полупрозрачная формирующая пластина с символами духа, похожими на знаки компаса, бегущие по ее краю, и большинство отметин мерцали слабым светом.
Фэй Юн бросила взгляд на пластину формирования, прежде чем на ее лице быстро появилось восторженное выражение. Их 57, как и ожидалось, было потрачено больше энергии телепортации, чем ожидалось. Интересно, как ей это удалось, ни одно из ограничений в зале не смогло обнаружить ее. Истинные драконы обладают непостижимой силой, поэтому неудивительно, что у нее было какое-то искусство культивирования или сокровище, которое могло позволить ей избежать нашего обнаружения. Это была ее единственная возможность вернуться в драконью расу в ближайшем будущем. Теперь, когда кровь кошмарного дракона вырвана из наших рук, мы все можем вздохнуть с огромным облегчением, ответил Мин Цзун со слабой улыбкой. Хорошо, что твой близкий друг из драконьей расы сообщил нам, что это была кровь кошмарного дракона, а не кровь предков дракона. В противном случае, если бы он был продан или мы применили более жесткие меры и причинили вред драконам, совершающим ограбление, это вызвало бы много проблем для нашей торговой гильдии, сказал Фэй Юн с кривой улыбкой. Учитывая свойства крови кошмарного дракона, это определенно была бы бомба замедленного действия, если бы ее продали. Однако передача его расе драконов была бы проявлением слабости, которая выставила бы нашу торговую гильдию в плохом свете. Даже если позволить этим двоим уйти также повлияет на репутацию нашей гильдии, это лучшая альтернатива по сравнению с этим, задумчиво произнес Мин Цзун. Это правда. В любом случае, было уже слишком поздно прибегать к какому-либо другому образу действий, так что это был наш единственный выбор, почтительно ответил Фэй Юн. Хорошо, это подводит нас к окончательному выводу. Оставь награду для этих двоих, но это будет только для вида. Я уверен, что через несколько лет все забудут об этом инциденте. Давайте вернемся. Аукцион, возможно, уже закончился, но есть еще кое-что, о чем нужно позаботиться, сказал Мин Цзун перед уходом, сопровождаемый Фэй Юнем. Хань Ли, естественно, не знал, что ограбление кошмарной драконьей крови на самом деле было частично организовано торговой гильдией Хэлянь. Даже если бы он и услышал об этом, то все равно не придал бы этому особого значения. Белый свет вокруг него померк, и он быстро оправился от приступа телепортационного головокружения, но тут же понял, что прибыл в другом гигантском строе. Вокруг гигантского образования была обширная площадка, вымощенная голубым камнем, и только мужчина и женщина находились в этом месте. У мужчины было круглое лицо, на вид ему было около 30 лет, и он сложил кулак в приветствии с доброжелательной улыбкой на лице. Добро пожаловать, старшие и собратья даосы, на континент Кровавого Неба. Меня зовут Фан Цзинь, и я здесь начальник торговой гильдии Хэлянь. Если у кого-то есть какие-то вопросы, не стесняйтесь направлять их ко мне, и я обязательно отвечу на них в меру своих возможностей. Напротив, молодая женщина рядом с ним была гораздо более холодной и неприступной, и она молча оценивала всех в строе. Эти двое оба находились на стадии интеграции тела, поэтому большинство людей в телепортационном строе поспешно ответили на их приветствие, и один из них сразу же спросил: «Товарищ даосский клык, у вас есть карта близлежащей местности с аннотациями сил, которые нам нужно высматривать?» «Конечно. Те, кому нужна такая карта, могут получить копию от меня», немедленно ответил Фан Цзинь, прежде чем взмахнуть рукавом в воздухе, выпустив несколько десятков нефритовых полосок разных цветов. Все были очень рады видеть это, и каждый взял нефритовый листок для себя. Некоторые из наиболее нетерпеливых индивидуумов лишь мельком осмотрели свои нефритовые слипы, прежде чем быстро уйти, в то время как другие также ушли, задав несколько вопросов, включая 4 великих существ в стадии Вознесения и их окружение. Таким образом, Хань Ли был единственной великой ступенью Вознесения, оставшейся рядом с формацией, и к нему присоединились несколько чужих существ, которые, казалось, были из той же группы. Группа существ в данный момент что-то тихо обсуждала между собой. Поехали. Бегло осмотрев содержимое нефритового листка, Хань Ли тоже собрался уходить. Конечно, он не взял нефритовый слип лично, это был патриарх Хуаши, который собрал нефритовые слипы для всех в группе. Кровавая душа и остальные, естественно, не стали возражать, но как раз в тот момент, когда они собирались уходить, женщина внезапно крикнула: «Пожалуйста, подождите, товарищ даосист Хань. Меня послали сюда с единственной целью поприветствовать вас, и я надеюсь, что вы сможете пойти со мной». Голос женщины был удивительно сладок и приятен для слуха. «Вас послали сюда, чтобы приветствовать меня». «Кто?» «Кто-то из вашей торговой гильдии Хэлиан». Хань Ли был очень удивлен, услышав это. Глава 2342. 8 Буд, пожирающих призраков. Я действительно член торговой гильдии, и мне приказал прийти сюда управляющий торговой гильдией на континенте Кровавого Неба мастер Би-Ин. Он хотел бы видеть вас, старший Хань, почтительно ответила женщина. Би-Ин. Я впервые слышу это имя, но, учитывая, что он управляющий вашей гильдией на этом континенте, он, должно быть, довольно известная фигура. Зачем ему понадобилось меня видеть? Спросил Хан Ли.
В этот момент ему уже стало ясно, что Мин Цзун должен был рассказать о нем Би Ин. В противном случае, почему эта женщина была здесь специально для него? Боюсь, я не знаю ответа на этот вопрос. Мне просто было поручено пригласить вас на встречу с мастером Би Ин. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их мастеру Би Ину лично, ответила женщина. Разве товарищ даосист Би ничего не сказал тебе, когда велел прийти ко мне? Почему он так уверен, что я соглашусь встретиться с ним? Хань Ли холодно усмехнулся в ответ. Мастер Би дал мне кое-что перед тем, как прийти сюда, и попросил передать это вам лично, ответила женщина. Ой. Давай, покажи его мне, подсказал Хан Ли, слегка прищурившись. Да, пожалуйста, взгляните, старший. Женщина тут же вызвала алый свиток и протянула его Хань Ли обеими руками. Хань Ли взмахнул рукой в воздухе, чтобы взять свиток в свои руки, затем направил на него свое духовное чувство, отчего его брови слегка нахмурились. Он открыл свиток и обнаружил на нем чернильно-черное изображение 8 призраков, пожирающих Будду. 8 призраков были чрезвычайно злобны на вид, и они владели различными типами костяного оружия, когда они окружили монаха с размытым набором черт лица. Изображение было чрезвычайно живым, и казалось, что монах был на грани того, чтобы быть расчлененным и съеденным. Выражение лица Хань Ли оставалось неизменным, когда он оценивал изображение, но он чувствовал некоторое внутреннее недоумение по поводу того, почему ему показывали это изображение. Именно в этот момент из свитка внезапно вылетела вспышка малинового света, прежде чем устремиться прямо к Хань Ли. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, прежде чем мгновенно устремить свое духовное чувство к багровому свету. Определив, что это за багровый свет, он не сделал ни малейшего усилия уклониться и позволил свету подхватить себя, после чего его мгновенно втянуло в образ. Кровавая душа и другие, естественно, были очень встревожены этим, и несколько вспышек черной ци немедленно вырвались из спины патриарха Хуаши. Затем взрыв черной ци превратился в гигантских черных питонов, которые были более 100 футов в длину, в то время как патриарх Хуаши оценивал женщину с враждебностью в глазах, готовясь нанести удар, как только она сделает какие-либо подозрительные движения. Будьте уверены, товарищи даосы, старший Хань в порядке. Он просто был втянут в образ клочком души мастера Би Ина для личной встречи, и он скоро вернется, спокойно сказала женщина. Это правда. Если там что-то случится с мастером Хань, не вини меня за то, что я отвернулся от тебя, пригрозил патриарх Хуаши. Если старший хан не выйдет в ближайшее время, то вы можете привлечь меня к ответственности, ответила женщина с улыбкой. Похоже, она говорит правду. Братши, давай подождем здесь и посмотрим, что произойдет. Силами старшего хана, я уверен, он не будет в опасности, сказал кровавая душа. Патриарх Хуаши счёл это разумным и убрал своих гигантских питонов, прежде чем отойти в сторону с мрачным выражением лица. Тем временем Чжу Гаэр оценивала изображение с намеком на беспокойство в глазах. В настоящее время изображение парило в воздухе и было окутано малиновым светом, который был способен скрыть духовное чувство каждого. От странного изображения даже исходил кровавый запах. Увидев это, группа чужих существ поблизости поспешно закончила свою дискуссию, а затем быстро улетела в страхе быть захваченной происходящим. Тем временем Фан Цзинь оставался на месте со слабой улыбкой на лице. В то же время Хань Ли находился в таинственном пространстве внутри изображения, оценивая медитирующего монаха в сером одеянии перед собой со слегка нахмуренными бровями. Судя по его одежде, этот монах был таким же, как и тот, который был окружен 8 призраками на изображении. Однако сейчас монах был неподвижен, как статуя, и злобных призраков нигде не было видно. Хань Ли осмотрел окрестности и обнаружил густой багровый туман, который был вязким, как патока, вокруг него всего лишь чуть более чем 100 футах. В кровавом тумане вздымались клочья зловещей ци, и как только его духовное чувство вступало в контакт с этой зловещей ци, первое немедленно становилось чрезвычайно вялым, как будто оно вступало в контакт с каким-то ледяным объектом. При виде этого в глазах Хань Ли мелькнуло удивление. Именно в этот момент в кровавом тумане раздался громовой рев, после чего он расступился, открыв 8 зловещих призраков, каждый из которых был более 100 футов высотой. Эти призраки были одеты в звериные одежды на своих нижних телах, в то время как их верхние тела были полностью обнажены. У них были пары странных рогов на головах, а также призрачные узоры по всей коже, и они немедленно окружили Хань Ли, как только вышли из тумана. «Что все это значит, товарищ Даос Би Ин?» Внезапно спросил Хань Ли холодным голосом, повернувшись к монаху с мрачным выражением лица. Услышав это, монах слегка пошевелился и открыл мутные глаза, словно еще не совсем проснулся. «Ой, как ты узнал, что я здесь, товарищ даосист Хань?» Возможно, я не был великим существом стадии Вознесения долгое время, но я был свидетелем этого типа техники духовного чувства в прошлом. Я думал, что вы вызвали это сокровище, чтобы обсудить что-то со мной наедине, поэтому я позволил вам затащить меня сюда, но, похоже, у вас есть какие-то другие намерения, сказал Хань Ли.
Пожалуйста, поймите меня правильно, товарищ Даосист Хань, я действительно втянул вас сюда, потому что мне нужно было вам кое-что сказать, но это очень важное дело, и я должен проверить, есть ли у вас то, что нужно, чтобы услышать об этом в первую очередь. Эти 8 адских призрачных монархов не очень сильны, но они владеют истинными адскими ветрами преисподней. Если бы обычный культиватор соприкоснулся хотя бы с малейшим количеством этого ветра, они немедленно были бы разрушены в ничто, так что даже среднее существо стадии Великого Вознесения не осмелилось бы столкнуться с этим ветром лицом к лицу. Если вы сможете свободно перемещаться по этому ветру, не используя никаких сокровищ в течение 15 минут, то вы пройдете мое испытание, и я обязательно принесу вам извинения, а также расскажу о том, что я хочу обсудить с вами сегодня. Если ты не сможешь этого сделать, тогда мне придется выкинуть тебя из этого образа и притвориться, что ничего не произошло, бесстрастно ответил монах. Почти в тот же самый момент 8 призраков издали низкий рев, прежде чем открыть свои рты, чтобы выпустить чернильно-черные порывы ветра Ин, образуя массивные стены ветра, которые закрыли все пути к бегству, прежде чем сойтись к Хань Ли. Намек на удивление промелькнул в его глазах при виде надвигающихся ветров Ин, но выражение его лица быстро вернулось к нормальному, когда он сказал: «Противостоять этим адским ветрам преисподней без каких-либо сокровищ — интересная задача, но не слишком ли ты меня недооцениваешь?» Внезапно над его телом появился слой золотого света, и черные ветры были сдержаны примерно в 10 футах от него, не в силах продвинуться дальше. Зрачки монаха слегка сузились, когда он увидел это, но он остался невыразительным, когда сказал: «Твои силы действительно невероятны, товарищ Даос, но не успокаивайся. Это не предел силы адского ветра преисподней. Он способен регулировать свою собственную силу в зависимости от силы своего врага». «Неужели это так?» «Мне очень интересно увидеть этот адский ветер преисподней в действии», — сказал Хань Ли равнодушным голосом. Как только его голос затих, взрыв невероятной силы вырвался из ветров Инь, и золотой свет, выпущенный Ханьли, мгновенно сжался внутрь, соприкоснувшись с этой огромной силой. Несмотря на то, что золотой свет был отброшен назад всего на полфута, прежде чем его снова поддержал Ханьли, он все еще был довольно заинтригован, увидев это. Этот адский ветер преисподней действительно очень интересен. Вы не будете возражать, если я возьму немного для своих собственных исследований, не так ли, товарищ Даос? Спросил Ханли. Монах был несколько озадачен этой просьбой, но ответил со слабой улыбкой: «Если ты способен на это, тогда иди прямо вперед. У меня есть много этого ветра Инь в моем распоряжении». «Хорошо, тогда простите мое вторжение», — сказал Ханли, делая ручную печать, на которой проекция истинного дьявола происхождения появилась позади него среди вспышки золотого света. Проекция была более 100 футов высотой с бесчисленными золотыми рунами по всему телу, и она излучала сверкающий золотой свет. Как только он появился, он поднял свои 6 рук, произнося заклинание, и 6 золотых шаров света появились над его ладонями, затем прыгнули вперед, прежде чем объединиться, чтобы сформировать массивный золотой вихрь перед Хань Ли. Хань Ли указал пальцем на вихрь и произнес слово «соберись». Тут же раздался громкий грохот, и бесчисленные золотые руны вырвались из вихря вместе с несколькими вспышками огромной силы всасывания. Как только грозный инский ветер соприкоснулся с этой всасывающей силой, он был втянут в вихрь как столбы ветра, как будто столкнулся с проклятием своего существования. Столбы ветра погрузились в золотой вихрь, и это было так, как будто они были стерты из существования. Массивные черные стены ветра превратились в лохмотья в мгновение ика. Даже 8 призраков, которые изо всех сил выпускали черный ветер, начали непроизвольно приближаться к золотому вихрю, не в силах сопротивляться его всасывающей силе. Глава 2343. 10 монархов преисподней. Намек на удивление мелькнул в глазах монаха, когда он увидел это, и он немедленно взмахнул рукавом в воздухе, выпустив взрыв энергетических колебаний, которые разорвали огромную всасывающую силу, высвобождаемую золотым вихрем. «Пожалуйста, смилуйся, товарищ Даосист Хань. Ты уже прошел испытание, и эти 8 призрачных монархов все еще полезны мне, так что, пожалуйста, пощади их». Вернувшись на свободу, 8 призраков издали низкий рев, прежде чем распасться на пятнышки черной ци. «Будьте уверены, товарищ Даос, я бы на самом деле не напал на этих 8 призраков. Мне просто было любопытно и хотелось проверить их силу», — усмехнулся в ответ Ханли. Затем проекция и золотой вихрь позади него исчезли в унисон, но в его руке появился чернильно-черный шар, и он заинтригованно оценивал его. Это был никто иной, как адский ветер преисподней, который он собрал своим вращающимся золотым светом. Однако ветер был сжат в этот шар его огромной магической силой. «Твои способности намного превосходят мои ожидания, брат Хан». «Похоже, слухи оказались правдой, и я поступил глупо, проведя этот тест», — сказал монах. «Раз уж я прошел ваш тест, не могли бы мы перейти к теме обсуждения?» — спросил Ханли. «Конечно, вы имеете право выслушать то, что я вам скажу». «Я уверен, что вы уже знаете, кто я», — ответил монах.
Если бы женщина снаружи не солгала мне, то ты был бы управляющим торговой гильдией Хэлянь на континенте Кровавого Неба, что сделало бы тебя равным по статусу Каллигидосу Миндзуну, сказал Хань Ли. Это верно, но что ты знаешь о нашей торговой гильдии Хэлиан? Спросил монах. Боюсь, я знаю не слишком много. Все, что я знаю, это то, что торговая гильдия чрезвычайно могущественна и является одной из очень немногих суперорганизаций, которые охватывают все 3 континента, ответил Хань Ли, нахмурив брови. На самом деле наша гильдия довольно свободная организация. Помимо филиалов на каждом континенте, которые были созданы для облегчения обмена ресурсами и информацией, нет никаких установленных правил и обязанностей. Вообще говоря, всякий раз, когда возникают конфликты, группа старейшин стадии Великого Вознесения в гильдии выносит свое решение. Старейшины назначили меня временным управляющим гильдией на этом континенте. Если кто-нибудь из даосов Великой стадии Вознесения пожелает присоединиться к нашей гильдии, они, как правило, станут приглашенными старейшинами. Эта роль не повлияет ни на их ежедневное развитие, ни на их статус в их собственных расах, и они получат множество невероятных преимуществ. Их единственной обязанностью будет помогать гильдии во времена опасности, неторопливо сказал монах. «Зачем ты мне это рассказываешь, товарищ Даос?» — спросил Хань Ли. «Я хочу официально пригласить вас вступить в нашу торговую гильдию», — спросил монах, и на его лице впервые появилась улыбка. «Вы пригласили меня сюда и провели этот экзамен только ради этого?» — спокойно спросил Хань Ли. «Конечно, нет, но если ты сможешь стать членом нашей гильдии, у меня будет меньше угрызений совести делиться с тобой тем, что я собираюсь обсудить», — ответил монах. «У меня есть некоторый интерес к торговой гильдии Хэлянь, но я все еще хочу услышать, что вы хотите обсудить со мной, прежде чем я приму какие-либо другие решения», — ответил Хань Ли. «Хорошо, в таком случае я не буду форсировать события. Как много ты знаешь об адском царстве и преисподней, товарищ Даос?» — спросил монах. Хань Ли был несколько ошеломлен, услышав это. «Адское царство. Я часто слышу об этом, но никогда не слышал ни о ком, кто действительно видел это. Что же касается преисподней, то ее существование не более чем непроверенная легенда. По крайней мере, я не могу подтвердить, существует он или нет. Имеет ли наша тема обсуждения какое-то отношение к этим двум местам? Совершенно верно. Более 100 лет назад наша гильдия непреднамеренно обнаружила вход в новый маленький мир, исследуя некий пространственный разлом на континенте Кровавого Неба. Новый маленький мир. Это правда. Хань Ли был совершенно ошеломлен, услышав это. 100%. Несмотря на то, что это новый маленький мир, он, скорее всего, уже существовал в течение многих лет. Просто в этом мире не было рождено никаких высокоинтеллектуальных форм жизни, и он никогда не был открыт раньше. Как раз в тот момент, когда наша гильдия готовилась выделить огромное количество ресурсов для развития этого маленького мира, мы обнаружили, что существа из другого мира также проникли в этот маленький мир. Когда монах заговорил, в его глазах появилось какое-то странное выражение. Затем он продолжил. Как только мы столкнулись с этими новыми врагами, мы все были очень напуганы, так как все это были призрачные существа, подобные тем, с которыми вы только что сражались. Их силы резко различаются, причем самые слабые из них лишь приблизительно эквивалентны по силе существам стадии конденсации ЦИ, в то время как самые сильные могут сравниться с существами стадии интеграции тела и великого вознесения нашего духовного царства. Этот адский ветер преисподней был чем-то, что мне удалось собрать после того, как я столкнулся с могущественным призрачным существом в битве, и 8 призрачных монархов также проявились из аур, которые я извлек из этих призрачных существ. Конечно, я мог только имитировать их форму, их действительная сила несравнима с силой истинных монархов-призраков. Самые могущественные адские монархи-призраки — это существа, которые могут соперничать с такими, как вы и я, в силе. Согласно этим существам, царство, из которого они пришли, известно как Адское царство, и они служат 10 монархам преисподней. Наша торговая гильдия столкнулась с этими призрачными существами в нескольких крупных битвах за этот маленький мир, но ни одна из сторон не смогла одержать верх, и возникли бесчисленные потери. Чтобы избежать дальнейших жертв для обеих сторон, мы заключили договор с этими призрачными существами, устроив матч между самыми могущественными существами наших двух сторон, чтобы решить, сколько ресурсов каждая сторона может потребовать от этого маленького мира. Я хочу пригласить вас принять участие в этом матче в качестве одного из представителей нашей гильдии. Конечно, если бы вы могли присоединиться к нашей гильдии, то ваше включение было бы более оправданным. Независимо от исхода вашей битвы, пока вы участвуете, наша гильдия обязательно щедро вознаградит вас, сказал монах. Я понимаю. Является ли это адское царство реальным адским царством в легендах? И что за существа эти 10 монархов преисподней? Будут ли они участвовать в этом матче? Спросил Хан Ли. Наша гильдия провела расследование, и хотя у нас не так много доказательств, мы считаем, что это царство не является истинным адским царством.
Скорее всего, это просто еще одно царство, пригодное для обитания могущественных призрачных существ. Что касается 10 монархов подземного мира, то они являются грозными существами, которые даже более могущественны, чем монархи-призраки, и, скорее всего, они примут участие в этом матче, ответил монах. Жаль, что это не настоящее царство ада. Я думал, что наконец-то смогу исследовать секреты реинкарнации, сказал Ханли, разочарованно поглаживая свой подбородок. Это царство может и не быть истинным адским царством, но способности, культивируемые этими призрачными существами, сильно отличаются от наших, и они принципиально отличаются от форм жизни, так что, возможно, вы сможете почерпнуть некоторые секреты до реинкарнации, сражаясь с ними, сказал монах с улыбкой. Ханли ничего не ответил на это и только спустя долгое время спросил, где и когда состоится этот матч? А сколько боев будет в этом матче? Кроме меня, кто еще из даосов будет представлять торговую гильдию? Вместо того, чтобы быть недовольным тщательным расспросом Ханли, глаза монаха загорелись, когда он поспешно ответил: матч состоится через 3 года в этом новом маленьком мире, и в общей сложности будет 5 сражений. Помимо меня, другими участниками будут товарищ-даосист из филиала Громового континента гильдии, приглашенный старейшина из группы старейшин и могущественное существо высшего уровня Кровавого Да с континента Кровавого Неба. Если вы тоже решите принять участие, то наш состав будет полным. Будьте уверены, эти сражения всего лишь спарринги, так что даже если вы проиграете, ваша безопасность не будет под угрозой. Кроме того, если вы сможете обеспечить себе победу, я могу позволить вам войти в небесный масштабирующий павильон нашей гильдии, чтобы выбрать любую бессмертную секретную технику из истинного бессмертного царства в дополнение к предопределенной награде. Секретная техника из истинного царства бессмертных. Я правильно расслышал. Хань Ли был очень удивлен, услышав это. Совершенно верно. Наша гильдия владеет несколькими бессмертными секретными техниками, и немногие знают о них, но это тоже не самый лучший секрет. Старшие, которые основали нашу торговую гильдию, были потомками истинных бессмертных, которые остались позади в царстве духов, и торговая гильдия когда-то была чрезвычайно секретной следственной организацией, созданной истинным бессмертным царством в царстве духов, поэтому все ее важные члены также были прямыми потомками истинных бессмертных. Поэтому неудивительно, что они владеют некоторыми бессмертными секретными техниками. Однако из-за пространственного шторма все царства внезапно потеряли контакт с истинным царством бессмертных, поэтому наши старшие были вынуждены завербовать в организацию нескольких могущественных аутсайдеров, и именно так появилась наша торговая гильдия. Таким образом, наша организация не только является торговой гильдией, которая охватывает 3 континента, но и отвечает за обеспечение безопасности этого царства в тени, сражаясь с угрозами, которые возникают против нашего царства. Например, наша торговая гильдия послала некоторых великих даосов в стадии вознесения в царство старшего дьявола, чтобы убить королеву стебареров. К сожалению, все они оказались в ловушке этой печати, прежде чем успели что-либо сделать, и все благодаря тебе они были спасены, так что, технически говоря, ты благодетель для многих старейшин нашей торговой гильдии, объяснил монах с улыбкой. Услышав это, на лице Хань Ли появилось задумчивое выражение. Глава 2344. Город Кровавого Журавля. Могу я спросить, что известно торговой гильдии о древних алтарях на этом континенте? Неожиданно спросил Хань Ли. Услышав это, монах был несколько ошеломлен. Как много мы знаем. Что вы хотите этим сказать, товарищ Даос? Я спрашиваю о том, сколько алтарей знает ваша торговая гильдия, пояснил Хань Ли. Я не уверен насчет других континентов, но здесь, на континенте Кровавого Неба, мы должны иметь представление о местоположении примерно 70% всех древних алтарей. Ты интересуешься этими вещами, брат Хань? Спросил монах. Неудивительно, что он находил это странным. Эти древние алтари, как правило, не функционировали, поэтому они были в значительной степени бесполезны для великих существ в стадии вознесения, подобных им. Я должен буду больше подумать о том, хочу ли я вступить в торговую гильдию, так как это решение не должно быть принято легко. Однако я могу согласиться на участие в матче, но помимо компенсации, о которой вы только что упомянули, у меня есть еще одно условие, сказал Ханли. Что это? Услышав это, в глазах монаха мелькнула настороженность. Я хочу иметь возможность использовать каналы сбора информации вашей гильдии во время моего пребывания на континенте Кровавого Неба, чтобы я мог получить доступ к информации, которую я хочу, как можно быстрее. Что касается информации о древних алтарях, я бы хотел получить подробную карту распределения прямо сейчас, ответил Ханли. Выражение лица монаха немного смягчилось, когда он услышал это, и он кивнул в знак согласия. Это не проблема, я согласен на вашу просьбу. Что касается древних алтарей, я попрошу кого-нибудь доставить вам карту распределения сразу же после того, как вы покинете это пространство. Хорошо. Пока ваша торговая гильдия держит свое обещание, я обязательно буду присутствовать на матче через 3 года, заверил Хань Ли с улыбкой.
У меня нет причин не доверять обещаниям человека вашего положения. Вот жетон, пожалуйста, храните его. Когда матч вот-вот начнется, он оповестит всех, и когда это время придет, просто зайдите на любой вспомогательный сайт нашей гильдии, и вас отведут ко входу в малый мир, сказал монах, перевернув руку, чтобы достать пластину формирования. Хорошо, тогда увидимся с тобой и другими даосами на пороге поединка. Говоря это, Хань Ли убрал пластину формирования в свой браслет хранения. После этого монах рассказал ему о некоторых предупредительных аспектах матча, а затем дал ему еще более подробную карту континента Кровавого Неба, прежде чем, наконец, выпустить его из этого пространства. Внезапно Хань Ли вновь появился во внешнем мире, окутанный шаром малинового света. Мастер Хань. Старший Хань. Все поспешно приветствовали его почтительными приветствиями. «Извините, что заставил вас волноваться», — сказал Хань Ли своему окружению со слабой улыбкой. В этот момент женщина из торговой гильдии уже получила инструкции от Би-Ин и почтительно сказала: «Старший Хань, я уже отправила сообщение с просьбой предоставить вам нужную информацию. Она должна скоро прибыть, так что, пожалуйста, подождите здесь». «Я уже пробыл здесь довольно долго. Это не похоже на то, что ожидание немного дольше будет иметь какое-либо значение», — ответил Хань Ли спокойным голосом. Женщина не осмелилась больше ничего сказать и почтительно поклонилась, прежде чем свернуть свиток, из которого только что вышел Хань Ли, а затем молча отошла в сторону. Фан Цзинь тоже молчал, стоя на месте с почтительным выражением лица. Только после того, как прошло более 2 часов, в далеком небе появилась полоса малинового света, затем приблизилась ко всем с невероятной скоростью, прибыв на место происшествия всего через несколько вспышек. Женщина сделала ручную печать, прежде чем поднять руку вверх, и полоса малинового света немедленно опустилась, как малиновый летающий меч, к которому был прикреплен желтый нефритовый слип. Это информация о древних алтарях, которую вы просили, старший хан. Женщина сняла нефритовый слип с меча и поспешно передала его Хань Ли. Хань Ли принял нефритовый листок, прежде чем вложить в него свой духовный смысл, после чего на его лице появилось довольное выражение. Это действительно очень подробная карта распределения. Уже поздно, так что нам пора отправляться. Хань Ли убрал нефритовый слип, затем поднял руку, чтобы выпустить шар черного света, который мгновенно превратился в горный священный ковчег чернильного духа. Фань Цзинь и женщина были весьма поражены внезапным появлением такого огромного объекта, в то время как Хань Ли и другие полетели на ковчег, после чего он быстро унесся прочь, как полоса черного света. В мгновение ока Фан Цзинь и женщина остались единственными людьми, оставшимися на месте происшествия. Как только гигантский ковчег исчез в далеком небе, женщина внезапно повернулась к Фань Цзинь и почтительно поклонилась. «Мастер Би-Ин, похоже, старший хан уже согласился представлять нашу гильдию. В этом случае наши шансы на победу еще больше возрастут». Хе-хе, товарищ Даосист Хань действительно обладает невероятной силой, но против монарха преисподней его шансы на победу составляют всего около 50%. Тем не менее, наша торговая гильдия не сможет найти лучшего представителя в течение следующих 3 лет. «Я просто надеюсь, что не все представители адского царства будут монархами преисподней», ответил Фан Цзинь с улыбкой, а затем внезапно резко вырос, превратившись в пожилого человека в зеленом одеянии с парой мутных глаз. Этот Фан Цзинь на самом деле был никем иным, как переодетым биинем. Он каким-то образом смог замаскироваться и даже ограничить свою собственную базу культивирования стадии интеграции тела, но было неясно, был ли Хань Ли одурачен. «Что торговая гильдия хотела от тебя, старший хан? Это не повлияет на цель нашего путешествия, не так ли?» — спросила кровавая душа с намеком на беспокойство в глазах. «Будьте уверены, товарищ Даос, торговая гильдия Хэлянь просит меня только о небольшой услуге, и это никак не повлияет на наш первоначальный план», — с улыбкой ответил Хань Ли. Выражение лица кровавой души немного смягчилось, услышав это. «Приятно слышать». Внезапно Хань Ли щелкнул запястьем и сказал: «Фея Тянь, теперь ты можешь показаться, и, пожалуйста, сохрани мой разговор с коллегой Дасом Бинем в секрете». «Хе-хе, будь уверен, брат Хан, я более чем способен хранить тайну. В любом случае, это всего лишь маленький мир, и этого недостаточно, чтобы соблазнить нашу расу драконов. Если бы наша раса драконов хотела иметь маленький мир, мы могли бы получить любое количество маленьких миров в любое время, когда захотим. Я клянусь своей внутренней клятвой, что никому не расскажу об этом». Как только этот голос затих, на запястье Хань Ли вспыхнул зеленый свет, и перед всеми возникла элегантная фигура. Она была одета в длинное зеленое платье, и ее кожа была бела, как снег, создавая резкий контраст с ее длинными черными волосами. Черты ее лица были очень красивы, и она была бы полностью идентична человеческой красоте, если бы не пара коротких зеленых рогов, торчащих из ее волос. Это была истинная форма Тянь Фэйера. Кровавая душа и все остальные испугались, увидев это, но, судя по словам Хань Ли, они знали, что это не враг, поэтому не сразу набросились на него, несмотря на свое удивление.
Учитывая, насколько богата раса драконов, я уверен, что вы не отменили бы обет внутреннего демона из-за чего-то подобного, ответил Ханли с кивком, казалось бы, полностью доверяя женщине. Это все благодаря тебе я смог сбежать из торговой гильдии Хэлянь, и я обязательно отплачу тебе во время съезда фруктов Да, брат Хань. Теперь я покину это царство и вернусь к своей расе, с улыбкой сказала Тянь Фэйр, прежде чем уйти. Ханли, естественно, не собирался пытаться удержать ее, и, обменявшись несколькими прощальными словами, Тянь Фэйр умчался в определенном направлении, как шар лазурного света. Что же касается того, как она собирается покинуть царство духов, то Ханли не стоило об этом беспокоиться. Пойдем, карта распределения показывает, что рядом, кажется, есть древний алтарь. Давай сначала посмотрим на него, сказал Ханли после того, как Тянь Фэйр исчез вдали. Патриарх Хуаши немедленно дал утвердительный ответ, затем приказал марионеткам, пилотирующим гигантский ковчег, немного изменить направление, прежде чем ускориться к ближайшему алтарю. «Товарищ даосская душа крови, пожалуйста, пройдемте со мной в зал. Мне нужно кое-что обсудить с вами», — проинструктировал Ханли. Кровавая душа не удивилась, услышав это, и немедленно сделала то, что ей было сказано. Через несколько мгновений они вдвоем вошли в зал, и Ханли сел, а кровавая душа осталась стоять. «Какие у тебя планы теперь, когда мы прибыли на континент Кровавого Неба, товарищ Даос? Мы договорились, что я буду защищать тебя, если ты столкнешься с какими-нибудь могущественными врагами, но это будет зависеть от тебя, чтобы найти и вернуть свое истинное тело», — спокойно сказал Ханли. «Я уже решил, что поеду в город Кровавого Журавля, где ранее обнаружил несколько зацепок в виде метки, оставленной моим истинным телом. К сожалению, в то время меня преследовали враги, поэтому у меня не было возможности тщательно осмотреть близлежащую местность, и я мог только бежать обратно на континент Тянь-Юань. Я уверен, что если бы мне дали достаточно времени, я смог бы найти больше зацепок, ответил Кровавый Дух. Город Кровавых Журавлей. Позвольте мне проверить местоположение этого города, сказал Ханли, когда он перевернул руку, чтобы достать нефритовый листок, содержащий карту континента, а затем ввел в него свое духовное чувство. Это довольно отдаленное место. Если мы не будем использовать телепортационные формации, то, скорее всего, потребуется полгода, чтобы долететь до города. Хорошо, что по пути есть много древних алтарей, так что это не помешает моему прогрессу. Однако по дороге мне придется осмотреть все близлежащие древние алтари, и это приведет к некоторым задержкам, сказал Ханли. Кровавая душа была в восторге, услышав это, и она поспешно отвесила глубокий поклон, сказав: «Конечно, это правильно, что ты ставишь то, что делаешь, выше моих поисков. Кстати, город Кровавого Ворона — это часть территории секты Кровавого Даа, которую я сделал своим врагом, так что нам придется быть осторожными, как только мы туда доберемся». Глава 2345. Секта Кровавых Костей. Хорошо, если у вас нет возражений, то вы можете пойти и отдохнуть. Надеюсь, у нас все пройдет гладко, вздохнул Ханли, махнув рукой, чтобы отпустить кровавую душу. Кровавая душа, естественно, не посмела отказаться и сделала так, как ей было сказано. Тем временем Ханли молча сидел в своем кресле, и на его лице появилось задумчивое выражение. Несколько дней спустя гигантский ковчег появился в воздухе над Зеленым озером, а затем опустился на бесплодный маленький остров. Через полдня ковчег снова поднялся в воздух, прежде чем отправиться по заранее определенному маршруту. Месяц спустя около дюжины чужеземных существ, разделившихся на две группы, вступили в ожесточенную битву над неким знаменитым горным хребтом на континенте Кровавого Неба. У одной группы была огненно-красная кожа с едва заметными чешуйками на щеках, в то время как у другой группы были густые брови и огромные глаза с пучками зловещей ци, вздымающимися вокруг них. Ниже двух групп был уединенный лес, в котором было несколько спиртовых лекарств, которые выпускали уникальные ароматы ветер. По обе стороны от спиритического лекарства сидели пожилой человек в малиновом одеянии и пожилой человек в сером. Внешность этих двоих была похожа на внешность двух групп существ, сцепившихся в битве наверху, но их базы культивирования были намного выше. Эти двое были вовлечены в собственную битву, причем один из них контролировал сокровища из цветочной корзины, в то время как другой держал в руках круглый диск, и они, казалось, были равны. Было ясно, что эти двое были лидерами двух групп и что они сражались за эти редкие духовные лекарства. Внезапно вдалеке раздался грохот, и появился огромный черный ковчег, прежде чем полететь к лесу с поразительной скоростью. Еще до того, как ковчег прибыл, удивительная аура уже пронеслась по воздуху. Две группы чужеродных существ, сражавшихся в воздухе, были только основными стадиями формирования и зарождения души, и они немедленно отступили в тревоге перед лицом этой страшной ауры. Два пожилых человека с пространственной стадией закалки внизу тоже поспешно подняли головы с встревоженными выражениями. Черный ковчег быстро пронесся над лесом, как торнадо, заставляя две группы чужеродных существ непроизвольно вращаться на месте, как волчки.
Сразу же после этого их тела были отброшены назад на сотни футов, прежде чем им удалось снова выпрямиться. Что касается леса внизу, то массивная траншея шириной более 100 футов была прорыта в земле, как будто гигантский первобытный зверь только что пробился через лес, и бесчисленные деревья были срублены. Обе группы могли только с удивлением наблюдать, как гигантский черный ковчег исчез на месте, как порыв черного ветра почти в 10 километрах от них. Несмотря на то, что два пространственных существа стадии закалки просто так оказались расположенными по обе стороны траншеи, они также были вынуждены отступить назад из-за удушающей ауры, которая обрушилась сверху. Поднявшись на ноги, они оба совершенно побледнели и смотрели на гигантский ковчег вдалеке, как будто увидели привидение. Это было великое существо стадии Вознесения. Только ковчег великого существа стадии Вознесения может быть таким страшным, пробормотал себе под нос человек в малиновом плаще. Интересно, что это была за великая ступень Вознесения? А как же наша духовная медицина? Внезапно человеку в сером пришла в голову мысль, и он поспешно бросил взгляд в траншею, прежде чем испустить долгий вздох облегчения. Спиртовые лекарства были совершенно невредимы, как будто каким-то чудом, и казалось, что владелец ковчега намеренно пощадил их. Человек валом и человек в сером обменялись взглядами, после чего их битва немедленно возобновилась. Что же касается двух групп чужеродных существ над лесом, то им потребовалось некоторое время, чтобы собраться силами, прежде чем снова вступить в бой. 3 месяца спустя гигантский черный ковчег парил в воздухе над запретной зоной секты средних размеров. Ковчег был окружен более чем 1000 высококлассных кукол, которые занимали практически все небо. Под куклами находилось около 10 тысяч чужеродных существ, одетых в одну и ту же одежду, и независимо от их базы культивирования, все они были прикованы к месту со страхом на лицах, не смея двигаться так, как им заблагорассудится. Примерно через 2 часа пространственные колебания вырвались из запретной зоны, на которой полоса лазурного света пробилась сквозь ограничения, прежде чем приземлиться на гигантский ковчег, чтобы показать Ханьли и Джу Гаэр. «Как все прошло, старший?» — поспешно спросила кровавая душа. «Это не тот алтарь, который мы ищем. Пойдем дальше», — приказал Ханьли. «Да, господин». Патриарх Хуаши тут же вытащил значок сокровища и взмахнул им в воздухе, после чего все марионетки в небе молча вернулись к гигантскому ковчегу. В следующее мгновение на поверхности ковчега появились бесчисленные черные руны, и он умчался прочь с оглушительным грохотом. Среди чужих существ внизу было несколько существ в стадии интеграции тела, и они с огромным облегчением увидели, как ковчег уходит. Один из них был дородный мужчина с зелеными щупальцами по всему лицу, и он возмущенно сказал: «Если слух об этом распространится, репутация нашей секты будет стерта с лица земли». «И что же ты предлагаешь нам делать?» База культивирования их лидера совершенно непостижима для нас, так что он, скорее всего, является существом великой стадии Вознесения. Даже если отбросить его в сторону, одних только этих марионеток будет достаточно, чтобы уничтожить всю нашу секту несколько раз. Неужели ты хочешь, чтобы мы все преследовали его и отдавали свои жизни без всякой причины? Сгорбленный пожилой мужчина холодно хмыкнул в ответ, и остальные тут же согласились. Может, мы и не ровня им, но разве мы не можем заставить высшую секту вмешаться? Мы платим так много духовных камней высшей секте каждый год. Разве мы не делаем это для того, чтобы они могли защитить нашу секту в такие моменты, как этот? Пока высшая секта готова вмешаться и преподать этим людям небольшой урок, репутация нашей секты будет спасена, не согласился дородный мужчина. Даже высшая секта обладает только одним существом великой стадии Вознесения. Неужели ты думаешь, что они столкнутся с другим существом великой стадии Вознесения из-за чего-то подобного? Кроме того, он только проник в запретную зону нашей секты, но не причинил вреда ни одному из наших учеников. Помимо ущерба нашей репутации, наша секта не понесла никакого реального ущерба. Люди верхней секты определенно не захотели бы вмешиваться при таких обстоятельствах, возразил горбатый человек. Не обязательно, возразил дородный мужчина. До тех пор, пока мы готовы заплатить достаточно высокую цену. Довольно. Вы хотите, чтобы мы оскорбили великую сцену Вознесения, просто чтобы спасти чье-то лицо? Вы сошли с ума, старейшина Джу. Внезапно вмешался мужчина средних лет в ученой мантии, чтобы оборвать дородного мужчину. Я просто не хочу, чтобы это сильно повлияло на репутацию нашей секты, мастер секты. Видя, что никого из вас это не волнует, я тоже не буду вмешиваться в это дело, проворчал дородный мужчина, прежде чем замолчать. Старейшина Фэй, старейшина Цун, идите и посмотрите, не пропали ли какие-нибудь сокровища в запретной зоне, и постарайтесь следовать указателям, чтобы увидеть, какие части района посетил старшей ступени Великого Вознесения, проинструктировал мужчина средних лет. Двое старейшин, о которых он говорил, немедленно дали утвердительные ответы, прежде чем влететь в запретную зону в виде полос света. Что же касается остальных учеников, то мастер секты приказал им вернуться к тому, что они делали раньше. Древний алтарь.
Полдня спустя мастер секты сидел в потайной комнате, оценивая сгорбленного пожилого человека с намеком на удивление на лице. Верно, этот старший, похоже, посетил только одно место, и есть некоторые признаки, указывающие на то, что он пытался там что-то предсказать, ответил горбатый мужчина с кривой улыбкой. Древний алтарь в запретной зоне уже много лет заброшен. Зачем ему приходить в нашу секту только для того, чтобы посетить алтарь? Пробормотал себе под нос мастер секты с озадаченным выражением лица. Кто знает. Может быть, в этом алтаре спрятан какой-то секрет? Предположил горбатый старейшина. Так и быть, даже если есть какая-то тайна, мы не можем вмешиваться сейчас, когда великое существо стадии Вознесения уже посетило алтарь. С этого момента удвойте количество охранников в запретной зоне, но кроме этого делайте вид, что ничего не произошло, решил мастер секты. Понимаю, завтра же отдам приказ, кивнув, согласился горбатый. Тем временем Хань Ли находился в зале гигантского черного ковчега, оценивая белый световой экран, который парил перед ним. На световом экране была изображена чрезвычайно четкая гигантская карта с аннотациями некоторых горных хребтов и озер, а также несколько мигающих пятен лазурного света, разбросанных по всей карте. Старший хан, мы уже посетили все алтари поблизости, а до следующего алтаря примерно полмесяца пути. Однако, как только мы достигнем этого алтаря, мы окажемся на территории секты Кровавой Кости, которая является одной из главных сект Кровавого Даа, объяснила Кровавая Душа, указывая на одну из мигающих лазурных точек на световом экране. Это та секта, из которой ты сделал себе врага, верно? Похоже, нам придется быть более сдержанными, как только мы войдем в эту область. Я не боюсь никакого другого великого существа стадии Вознесения, но, естественно, было бы лучше избежать бессмысленного конфликта, сказал Хань Ли с кивком. Секта Кровавой Кости имеет в своих рядах 5 или 6 великих существ стадии Вознесения, что делает ее одной из самых грозных сил на континенте Кровавого Неба. Несмотря на то, что это число существ в стадии Великого Вознесения намного меньше, чем у других крупных держав, искусство культивирования Кровавого Даа этой секты чрезвычайно устрашающе, и все ее существа стадии Великого Вознесения гораздо более могущественны, чем у других сект. Нам придется постараться не привлекать их внимания, так что мы больше не сможем путешествовать в этом ковчеге, сказала Кровавая Душа с немного мрачным выражением лица.